более 200 домов разрушено просто подчистую, целыми улицами. Более 5000 человек потеряли свое жилье. Все подготовлены, все знают, что делать, куда бежать, все застраховано. Видите, как в режиме реального времени идут передачи. Но если что-то экстренное, ну не экстренное, что-то опасное, рискованное, все время присутствует такой уголок, где показана ситуация. Вот видите, как движется циклон. У нас прошло несколько дней после бушующего торнадо, и мы ждем новое торнадо. Видите, красным. Зону риска описывают. Омаха и Линкольн опять подпадают. Да. Так, всем привет. Сегодня с вами Татьяна на канале «Американская жизнь русской жены». Не прошло и 4 дней. У нас уже по телевизору второе предупреждение. То есть новая волна торнадо идет. Не такого огромного масштаба, но все говорит о том, что торнадо будет просто не так много. И неизвестно, на городе или нет. И вот сейчас мы зафиксировали, услышали по радио, что уже началось торнадо, но не в Омахе и в Канзас-Блаффсе. Вот по прошедшему торнадо я хочу сказать, что насколько американцы подготовлены к торнадо. Вы представляете, вот сейчас яркий пример, то есть более 200 домов разрушено просто подчистую, целыми улицами. Торнадо прошел вокруг нашего дома, как циркулем, да, он, то есть с вест-центра начался, и вот это Фримонт, Элкорн, Беннингтон, все прям вокруг нас, все это зацепил. Ну, вокруг нас, around. Вот. А аэропорт, вы видели, у нас аэропорт-то разнесло, частную зону. И что я хочу сказать? Бибитаун, я еще первый раз увидела, что у нас Бибитаун, оказывается, есть. Я что хочу сказать, я обратила внимание, насколько сконцентрированы и подготовлены все, начиная от ребенка, заканчивая властями. Потому что мы с Феликсом, когда чуть-чуть все приспокоилось, мы с Феликсом спохватились, поехали, думаем, может быть, чем-то сможем помочь. А прямо на сайте и в социальных сетях, и мы сами визуально увидели, там уже все группы сформированы, никаких волонтеров не пускают, там есть свои волонтеры. Красный Крест открыл при ближайшей церкви шелтер. В этом шелтере никто ни одной ночи не ночевал. Через 2 дня шелтер закрыли, а было разрушено сотни домов. Я думаю, что how many people, what you think, потерпели крушение, то есть damage. Я не продай, а how many people broke house? One house, там 5 people live, да? 1000 people, 2000 people. Ну вот по подсчетам более 5000 человек потеряли свое жилье. Понимаете, и они сейчас целый год, и вообще неизвестно, как дальше судьба сложится, остались без жилья. И никто не начал в шелтере, потому что все подготовлены, все знают, что делать, куда бежать, все застраховано. Люди или по родственникам расселились, или пошли в отель, потому что страховка оплачивает. Здесь страховка дома. Дом ты не купишь, пока ты его не застрахуешь. Обязательно страховка должна быть у дома. Кроме того, нет погибших. Мэр на следующий день объявила, что погибших, погребенных заживо нету. То есть видите, насколько отработано. Да, все тут чики-пуки, все по полочкам. Вот. Я была поражена. Все знают, что нужно сделать. Минимальное количество жертв. Через 3 дня объявили, что есть 3 человека погибших. Я не знаю, они в результате получения травм или обнаружены были позже, я точно не скажу.
Но в Небраске подавляющее большинство домов все с подвалами. Вы в Калифорнию пойдите, там подвалов нет, нельзя и не можно. И во Флориде тоже. Да. А здесь, наоборот, без подвала нельзя. И в подвале обязательно один угол должен быть полностью в земле. То есть 3 стены должно быть в земле. Вот у нас, например, есть как замурованная. Очень много даже практикуется. Есть полностью комната в земле. Угол здесь ни при чем. Вот. Или есть одна стена на улице, а все 3 стены, они под землей, чтобы был угол. Потому что вот, как мне дети рассказывали, когда вот это вот ОБЖ проходит, безопасность, в школе с самого детства проходит что? Если пожар, если ураган, торнадо, и если стреляют в школе. Вот эти тренировки в год, 2 раза в год проводятся как минимум. Все дети вылетают, или все дети прячутся, или как надо вести себя при торнадо. Мне дети рассказывали, если ты стал жертвой торнадо, то есть вот торнадо, и ты не знаешь, что делать, и ты вот здесь стоишь. Он говорит, и если нет некуда спрятаться, если есть неровная поверхность, надо в углубление спрятаться. Если ты на ровной поверхности, надо лечь как звездочка, чтобы свойство движения торнадо говорит о том, что есть большая вероятность сохраниться, если ты ложишься как звездочка. Вот. И в результате мы с вами наблюдаем, что такое огромное количество разрушений без жертв. Город уже подготовлен к этому. То есть никакие дополнительные средства, вот даже потом на 3-й день сказали, хватит приносить воду, ничего не надо. У нас на работе у одной женщины дом снесло полностью подчистую. Наша учительница, любимая мисс Андерсон, пострадала. Представляете, у нее все окна выбило, у нее все деревья подстригла, но дом остался целый. Не знаю, что насчет крыши. Электричества нет, газа нет. Короче, капец. И какую помощь они принимают? Они принимают, говорят, кто хочет помочь чем-то. Газы, да. Кто хочет чем-то помочь, только деньгами. То есть не вот так прямую деньгами, а подарочная карта Amazon, подарочная карта вот строительного магазина, подарочная карта Walmart. Только подарочные карты принимают. Вот такого рода помощь принимают. У нас вот на работе написала нам. И мисс Андерсон. Но мисс Андерсон, она человек-то с большой буквы. На следующий день она в Фейсбуке выставляла все ее ученики, поклонники, ну, то есть у нее там свое society, свое сообщество, все пришли ей помогать. Мы не пошли, мы только слова поддержки написали и будем карточку ей дарить. Но там без нас было очень много людей, они за один день все почистили. Поэтому вот мне в Инстаграме ребята писали, типа, если нужна помощь. Мы сами-то не помогали, потому что там помощников без нас хватает. Насколько наши жители нашего штата подготовлены к такому. Они не боятся. Вы видели в Фейсбуке, да, какие идут видео, скидывают люди. Торнадо вот здесь у тебя перед носом, здесь не знаю, что крутится в воздухе, какие-то металлические вещи. Но они как ехали, так и едут. Грузовые машины, грузовые-то не очень, они там летали. А вот эти легковушки, они едут. Прямо вот здесь вот торнадо. Он ехал, куда ехал, туда и едет. Я такая, ничего себе. Народ не боится. Слышите? Это emergency по радио. Там Айва. Там Айва? Феликс сказал, там Айва.
Мы сейчас едем, Феликс говорит, характерно, как будто торнадо рукав опустился, вон там вдалеке. Я говорю, это не торнадо, потому что нам не было предупреждения. Ровно 3 минуты. И вот эта сигнализация. Я говорю, это что за юкламене? Наш дом там. Так, да, меньше. Наш дом там светло. А его он сказал там. В Айви уже началось торнадо. Это вторая волна. Вот это был 20... Это же Америка, как без паники. Ты чё? Тут началось опять. 26 числа это у нас было сильное торнадо. Глобального плана, я так скажу. Сегодня 30 число. И вторая волна сегодня с 3 до 7 уже было предупреждение, что есть риск торнадо, но не такого огромного масштаба, как был 26 числа. Вот. Но сейчас, да, сейчас было предупреждение, что вот объявили, что в Айви на пересечении с Небраской зафиксировано торнадо. Но я Феликсу говорю, вот то, что мы с тобой там видели, это как раз похоже на торнадо. Там прям видно рукав. Но не передают, что там торнадо есть. Поэтому мы сейчас... Мы куда едем, Феликс? Where we go? Феликс подозрительный, как я. Он говорит, тучи ведут себя подозрительно. Все не по плану. We go? Ну, как... Я говорю, куда мы едем? Он говорит, мы едем в Канзаблас. Нам надо торнадо посмотреть.